Здравствуйте, дорогие и любимые гости подписчики и гости моего канала. Я сейчас хочу посмотреть для вас расклад на тему 4 короля, что он хочет от вас. И, как обычно, я делаю преддиагностику на 4 королей, чтобы вы могли выбрать либо по стихиям вашего мужчины, либо просто так, как вам близко будет, даже по преддиагностике. Вот, например, первый мужчина огненной стихии или просто, который где-то, обладает страстью к вам. Он, может быть, хочет обновить вашу страсть и следить за вами. Здесь мужчина, который может заниматься такими вот вещами, да, подсматривать, может быть, где-то. Может, у него работа связана с такими вещами, тоже такой может быть. Давайте дальше. Вот вы уже по этому даже моменту можете определить, ваш это мужчина или нет. Следующий мужчина. А можете смотреть двоих. Можете смотреть и видеть вашего мужчину во всех остальных стихиях. Возможно, может, потому что в любом человеке быть этих стихий, все 4, да, смотря какого он достиг уровня в своей жизни. Следующий король — это чаш. И здесь карты очень неплохие. Здесь карты говорят, что он может быть, с одной стороны, как сказать, у него исполнилось какое-то желание, связанное с финансами, с финансами, связанные с родственниками. Что-то у него сейчас, возможно, проясняется по поводу финансов родственных, да, или, может быть, наследство какое-то, или что-то в этом роде. Дальше поехали. Следующий король. Король мечей. Король мечей, он готов на себя взвалить ответственность за семью, за детей, за любовь, да, вот какая хорошая вышла преддиагностика у этого короля. Достойный мужчина, да, сразу можно сказать. Так, давайте дальше. Еще один у нас король пентаклевый остался. Далеко он. Почему-то он далеко от всех королей. Король денежной стихии, да, такой. Ну, смотрите, может быть, не зря так выходит, что деньги как-то далеко. Так, давайте посмотрим. Ну, что он хочет сказать? Да, вот здесь идет рыцарь пентаклей, то есть перемены, связанные с финансами. Он сидит сейчас, в принципе, в комфорте своем. У него какие-то перемены идут с финансами. В какую сторону здесь пока непонятно. Но он наслаждается тем, что у него есть пока что. Может быть, он ничего пока не хочет, да, так скажем. Так, ну давайте будем смотреть. Первый король — это король жезлов или огненной стихии. Что он хочет именно от вас? Что нам карты расскажут? Ну, здесь он хочет перемен, конечно. Он хочет перемен в ваших отношениях. Может быть, он, знаете, особо не хочет, понимает, что вас, может быть, надо завоевывать, а у него такого особого желания нет. У него есть такое состояние, он сидит на том, что у него сейчас есть, и, по сути, конечно, понимает, что нужны перемены, но хочет толчка или хочет подождать, пока эти перемены войдут в его жизнь, пока он станет вот этим императором, пока вот что-то произойдет, и он каким-то образом станет уже обладать какими-то ресурсами для перемен. Но пока у него такой возможности нет, и он ничего, особо не делает, так скажем.
Вот. Ну, а вообще, с другой стороны, карты могут показывать, что этот человек может быть вашим защитником, так скажем, да. Давайте посмотрим, что сейчас в паре. Вот почему такая атмосфера здесь. Вот видите, 8 мечей, паш мечей. Карты, показывающие на то, что непонятно, куда двигаться. Здесь могут быть и третьи лица. И, возможно, нужно какой-то, ну, как говорится, передышка какая-то для того, чтобы поменять вот эту ситуацию. То есть что-то нужно такое, чтобы могло вот вашего мужчину или вас из этого состояния, ну, как говорится, зависшего, да, и, ну, как застоя, вот каким-то образом вывести. Вот. Ну, здесь, по большому счету, непонятно, не видите, куда идти. Много препятствий в ваших отношениях, и поэтому вот так вот. Пока он ничего не хочет, я вам так скажу. Ну что ж, давайте посмотрим его намерение вообще к вам. Ну, что-то он колесо фортуны, когда повернется, да, и повернется в сторону счастья. Но здесь, видите, вот здесь у него есть какая-то еще, скорее всего, женщина. Может быть, это вы, конечно, но это женщина, которая смотрит сюда, в эту сторону. Она... У нее ключи от вашей жизни. Он, может быть, думает, как когда изменится вот эта ситуация, когда у этой женщины ключи, да, вот он может об этом думать, тогда что-то прояснится. Вот. Но это можете быть и вы, поскольку я говорила о его намерениях к вам. Здесь может он считать вас вот такой вот женщиной, ключевой в своей жизни, и ждать, когда будут перемены к лучшему, когда он будет с вами счастлив. Здесь и так может быть. К чему все приведет? Давайте посмотрим в итоге. Угу. Ну, это кармические отношения. Вам нужно сейчас пройти какой-то кармический урок. Да, здесь нужно разобраться с треугольником, если он есть. И это для вас урок. Да, урок для того, чтобы вы очистились от чего-то, поняли, в какую сторону вам нужно идти, в какую не нужно идти. Здесь такой момент, что вы как бы пока наслаждаться отношениями с этим человеком не можете, пока не решите определенные вопросы. Вот, определенные вопросы. Вам предстоит с ним пока проходить период испытаний. Вот таким вот образом. Давайте посмотрим. То есть пока человек особо ничего от вас не хочет. Он просто хочет выждать удобную ситуацию. Он сам не знает, чего он хочет, к чему он будет идти дальше. Так вот не идет. Давайте короля чаш посмотрим. Может быть, этот король знает, что он хочет, да? Итак, что хочет от вас король чаш? Он хочет извиниться за то, что ну, где-то поступил не очень хорошо, где-то сманипулировал или обман был, да? Да. Он как бы вот, ну, хочет этого. Давайте посмотрим, что сейчас между вами. Смотрите, опять в этой позиции, это же, ну, здесь конфликт. Здесь конфликт, когда люди держатся за то, что есть,
ну, друг за друга держится, но конфликт все-таки есть. Есть какие-то переживания у вас, может быть, связанные с вашей страстью, либо связанные с тем, что нет возможности обновить ваши отношения, но здесь есть какой-то конфликт в ваших отношениях. И каждый сидит, например, один в одном месте, другой в другом и страдает. Да? Так вот тоже может быть. Может быть, здесь проблемы связаны также с финансами, которые влияют на ваши отношения, а также может у кого-то и брак быть, который влияет также на ваши отношения. Так, ну давайте посмотрим его намерение к вам. Ух, ну это хорошая карта. Смотрите, какие карты. У него самые чистые намерения к вам. Он вас любит. Он вас любит, он вам хочет оказать какую-то услугу, да, каким-то образом вас поддержать. Ну, хорошая здесь карта. Может быть, открыть свое сердце для вас он хочет. И извиниться, если... Вот я уже второй раз, да, говорю эти слова. Если он в чем-то принес вам проблемы. Вот таким вот образом. А здесь его намерение о том, что... Ну и вообще мысли о том, что ваша любовь — это любовь высокого уровня, не просто там какая-то страсть. Очень хорошие мысли у него к вам. Он хочет быть с вами, он хочет, чтобы вы были вместе. Давайте посмотрим, к чему все это приведет в итоге. Так, какие карты? Смотрите. Это, конечно же, может привести к страсти. Здесь вы, может быть, вот эта королева жезлов, королева страсти. И как бы здесь вот по шестерке мечей карты говорят о том, что он найдет в себе силы для того, чтобы забрать вас и повести по дороге своей судьбы. Да? Какие бы трудности, какими-то вот эти вот проблемы, может быть, в прошлом не были, он пойдет, он закроет эту дорогу и пойдет в новом направлении. Здесь может быть еще какая-то женщина, дама жезлов. Эта дама жезлов может быть и соперница также, имейте в виду, все-таки здесь извините, туз жезловый тоже вышел, возможно, у него брак с этой женщиной, от которой он отвернулся и пойдет в новом направлении. Ну, между ними могут быть какие-то судебные вопросы, которые, может быть, кстати, говорит о том, что скоро суд может быть вот у него с какой-то женщиной. Не у всех это проиграется, но он в любом случае здесь показывает, что может быть с этой женщиной он имеет кармические завязки. И сейчас он все это оставит и пойдет в новом направлении. Но это можете быть и вы, если рассматривать вас как женщину страстную, да, вот. Поэтому обратите внимание все-таки, может быть, вы сами королева жезлов, тогда вы себя узнаете. А в любом случае, что это вы. Он идет к страсти и идет к решению вопросов с королевой жезлов. Так. И отправляется в новый путь в своей жизни, оставляя все плохое позади. Так, давайте дальше посмотрим, что он хочет от вас. Король воздушной стихии. Что он хочет от вас? Ну, конечно, он думает, воспользоваться ли шансом, который ему дает судьба в любви, или ничего не надо делать. Здесь больше идут тайные отношения на самом деле. Может быть, он хочет именно тайных отношений с вами, по большому счету, да? Да, такой момент. Что сейчас в паре?
Ну, вечеринки могут быть какие-то. Да, вы дама чаш, между вами есть любовь, он хотел бы встреч с вами, он хотел бы праздника со своей любимой женщиной, вот такого плана. Давайте дальше посмотрим, какие у него намерения к вам. Так. Он хочет прояснить какую-то ситуацию, связанную с, может быть, с тем, что вы где-то потеряли связь между друг с другом, да, то есть духовную что-то вы немножко отдалились где-то друг от друга, может, это связано с какими-то другими людьми, но карты показывают, что он хотел бы с вами прояснить какую-то ситуацию. Почему? Вот с финансами, может быть, или с какими-то еще другими лицами. К чему все придет? К переменам идет все, да, к переменам, связанное с тем, что с финансами, по большому счету, этот человек вам обязательно поможет, но чтобы там какие-то серьезные намерения, вывод отношений на новый уровень, пока я здесь не вижу. Здесь больше связано, больше такая холодная несколько энергетика, и связана она с сотрудничеством, по большому счету. То есть перемены будут связаны с оказанием помощи, с тем, чтобы создавать, например, какой-то бизнес или что-то в этом роде. Ну, сотрудничество, по большому счету, нежели вот какие-то прям такие страстные чувства. Да? Вот этот человек, ну, в принципе, воздушные стихии достаточно, скорее всего, холодного разума человек, да, расчетливый, такого плана. Ну, давайте посмотрим дальше. Не обязательно, но может быть. Где-то он такой. Так. И спросим у короля Пентаклей, что он хочет от вас. Что он хочет от вас. Ох, закрылся он, ничего не хочет, сердце разбито, он закрылся от всего. Спрятался. Может, от какого-то императора спрятался, да? Разбитое сердце говорит о разбитых чувствах. Давайте посмотрим, что сейчас в паре. Что же это четверка-то пентаклей? Вот уже какой мужчина держится за то, что у него сейчас есть. Так, здесь зависимости. Зависимость финансовая может быть. То есть он зависим от того, что у него сейчас есть. Он не хочет ничего. От семьи может зависеть, да? А сердце разбито. Его намерение к вам. Ух, болеет он. Голова болит, может быть, да? Что-то голова мне пришла. Он сейчас, его намерений никаких нет. Он сейчас воздерживается от всего, может быть, от встреч с вами или общения с вами. Здесь у него состояние безвыходности какой-то. Он просто подавлен и разбит. Давайте посмотрим, к чему все придет. Так, будете сидеть, ну, тут, конечно, ну, здесь есть такой момент, что вы выбираете сторону того, что будете опять переживать на расстоянии друг друга, он будет переживать о вас на расстоянии, возможно, ну и придумывать какие-то планы для того, чтобы для чего? Для того, чтобы либо обновить ваши отношения, либо полностью их закрыть, да, то есть здесь ему нужно принять какое-то решение для себя, либо отправиться в новый путь с вами, либо уже все, либо вот все плохое, сердечные боли оставить в прошлом. Вот такой расклад.
ставьте лайки, приходите на мой канал еще, подписывайтесь. И всего вам доброго, будьте счастливы, до свидания.